Когда ее видит первый раз, замирает. Не от восхищения, от чего-то другого. Тело как у крота. Передние лапы – лопаты. Не похоже на лапы, именно лопаты. Широкие, зубчатые, развернутые наружу. Панцирь на груди твердый, блестящий, янтарно-коричневый. Глаза маленькие, выпуклые, смотрит прямо. Под панцирем сложенные крылья, длиннее тела. Это важно, к этому вернемся. Она длиной 5 сантиметров, иногда 7. Весит меньше 5 граммов и при этом умеет делать 4 вещи, каждую из которых большинство животных не умеет вообще. Рыть, как крот, плавать, как водяной жук, летать ночью далеко, ориентируясь на свет, и петь. Не просто издавать звуки, петь, построив для этого акустическую конструкцию под землей, инженерную, с камерой и двойным рупором. Меня, честно говоря, вот это последнее остановило больше всего. Насекомое строит студию звукозаписи из земли, лапами. Ее зовут медведка. И почти все, что большинство о ней знает, одно – она портит огород. Это правда. Но это самый скучный факт из всего, что о ней можно рассказать. Сегодня разберем ее полностью. Внешность, которая пугает, биология, которая восхищает. 4 навыка, каждый тянет на отдельное существо. Оставайтесь до конца. Примерно в середине будет момент про звук, после которого не верится, что это правда. Начнем с внешности. Медведка из отряда прямокрылых. Родственники кузнечики и сверчки. Но если поставить рядом, сходство не очевидно. Выглядит так, будто эволюция не выбирала, просто взяла все сразу. Передние ноги – главная деталь. Называются копательными. Голень расширена, уплощена, по краю зубцы. Это инструмент под одну задачу – резать и выгребать землю. По принципу работы ближе к лопате, чем к ноге. Именно за лапы она получила имя – медведка от слова «медведь». Немцы называют ее «малвурфсгриль» – кротовый сверчок. Англичане – «мол крикет». Разные языки – одна реакция. Но внешность – это только первый слой. Под ней физиология, которая объясняет все. Физиология медведки – это ответ на вопрос, почему у одного существа оказалось сразу 4 специализации. За передними лапами – передняя спинка. Твердый хитиновый щит, покрывающий грудной отдел сверху. Он не декоративный, он защищает голову при движении сквозь землю. Когда медведка продирается через плотный грунт, передняя спинка принимает удар первой. Глаза. Сложные, фасеточные. Но рядом с ними еще 3 простых глазка. Это не дублирование. Сложные видят движение и общую картину. Простые фиксируют уровень освещенности. Ночью именно они определяют, лететь или нет. На голени передних ног маленькие щели. Это слуховые органы. Медведка слышит ногами, не метафора. Мембрана внутри голени улавливает звуковые колебания, примерно так же, как барабанная перепонка улавливает их у нас. Именно поэтому медведка слышит пение сородичей из-под земли, сквозь несколько сантиметров грунта. В конце тела 2 длинных придатка. Называются церки. Чувствительны к малейшим вибрациям воздуха и почвы. Если что-то движется сзади, медведка узнает об этом раньше, чем успевает повернуться. Теперь крылья. Их 2 пары. Передние короткие, кожистые. Они не для полета, они для защиты и для звука. Именно на них зазубренные жилки, которые трутся друг о друга при стрекотании. Задние – совсем другое дело. Большие, прозрачные, перепончатые. В сложенном виде длиннее тела и торчат из-под передних, как хвостик. Именно поэтому медведку иногда принимают за что-то еще. Когда задние крылья раскрываются, существо преображается. Из приземистого землекопа получается летун с размахом крыльев до 10 сантиметров. 5 сантиметров тела, 10 сантиметров крыльев. В 2 раза шире, чем длиннее. Это тело не компромисс, это решение. Каждая деталь под конкретную задачу. И задач 4. Первая из них та, за которую медведку знает каждый огородник – рыть.
Это первое, что она умеет, и умеет лучше большинства подземных животных своего размера. Передние лапы медведки работают в паре. Голень режет грунт, зубцы входят в почву и подрезает ее. Бедро выгребает назад, тело продвигается вперед. Все это происходит одновременно в одном движении. В рыхлой почве медведка проходит до 20 см в минуту. Немного на первый взгляд, пока не вспомнишь, что она делает это без инструментов, лапами в темноте. Следы ее работы видны на поверхности. Земля слегка вспучена, длинные приподнятые гряды, как будто кто-то провел пальцем под тонким слоем почвы. Это и есть ее ход. Если нажать, земля проседает. Под землей у нее не просто нора, система. Главный ход горизонтальный, в 15-20 см от поверхности. От него боковые ответвления. Камера для сна, камера для яиц. И отдельная камера, та самая акустическая. О ней отдельно, чуть позже. Глубина зависит от сезона. Летом держится близко к поверхности, там теплее, там корни, там еда. Осенью уходит глубже, зимой на метр и ниже. Ниже линии промерзания. Там впадает в состояние покоя и пережидает холод. Она не слепая. Но под землей главное не зрение. Ориентируется по вибрации, по запаху, по влажности. Корни чувствует раньше, чем натыкается на них. Ее ходы проходят рядом с растениями не случайно. Это навигация. Медведка всеядна. Ест корни, луковицы, личинок, червей. Все, что попадается по ходу тоннеля. Именно поэтому ее присутствие под грядкой – не случайный визит. Это патрулирование территории. И вот здесь главная проблема для огорода. Медведка не грызет корни специально. Она просто роет. Но тоннель проходит сквозь корневую систему, и она режет то, что мешает. Растение лишается питания, вянет, падает. Огородник находит дырку в земле и мертвый куст рядом. Но рыть – это только первый навык. Второй – тот, который удивляет больше. Плавать. Второй навык – тот, которого точно не ожидаешь от существа, которое живет в земле. Медведка умеет плавать. Не барахтается, именно плывет, уверенно, с направлением. Передние лапы загребают воду, задние удерживают курс. Тело вытянуто, голова над поверхностью. Со стороны это выглядит странно. Насекомое размером с большой палец пересекает лужу так же спокойно, как идет по земле. Зачем ей это? Расселение. Когда популяция разрастается, молодые особи ищут новые участки. Ручей, небольшая река, затопленная низина – все это не преграды. Медведка пересекает водные препятствия вплавь. Иногда вынужденно. Сильный дождь заливает тоннели, и она поднимается на поверхность. Там вода. Она плывет, не паникует, просто плывет. Тело покрыто тонким восковым слоем. Вода скатывается по хитину, не проникая внутрь. Медведка не промокает в том смысле, в каком промокаем мы. Это пассивная защита, никаких усилий, просто физика поверхности. А теперь те крылья. Помните, мы упоминали их еще в самом начале? Длиннее тела, сложены под панцирем, торчат сзади хвостиком. Пришло время. Медведка летает. По ночам. За один вылет до 5 километров. Крылья раскрываются после захода солнца. Именно поэтому ее так редко видят в воздухе. Она поднимается, когда мы уже не смотрим в небо. Есть температурный порог. Ниже 15 градусов она не летит. Мышца не разогреется до нужной мощности. Но как только воздух прогревается, она поднимается. Сезон полетов – весна и начало лета. Время размножения. Самцы летят к самкам, ориентируясь на звук. Самки летят в поисках подходящей почвы для гнезда. У каждого своя цель. Медведку также притягивает искусственный свет. Фонарь, лампа на крыльце. Именно поэтому ее иногда находят утром на подоконнике. Прилетела ночью, не успела вернуться. 3 навыка разобрали. 4 совсем другого рода. И именно за него я не мог оторваться, когда впервые на это наткнулся. Петь.
Это не просто звук. Это акустическая инженерия. И это самое невероятное из того, что она умеет. Медведка стрекочет. Как сверчок, только громче. Намного громче. Механика та же. Переднее правое крыло несет зазубренную жилку, скрипку. Переднее левое — гладкий край, который по этой жилке скользит, смычок. Когда крылья трутся, возникает звук. Частота, интенсивность, ритм — все регулируется скоростью движения. Но дело не только в крыльях. Медведка поет из-под земли, из специальной камеры, которую сама же строит. Акустическая камера медведки — это рупор, инженерный рупор. Вход широкий, двойной. Дальше камера сужается, переходя в более узкий ход, где сидит самец. Форма этой камеры — экспоненциальный рупор. Та самая геометрия, которую человек открыл и начал использовать в громкоговорителях только в конце XIX века. Медведка открыла ее за 250 миллионов лет до этого. Исследователи, изучившие геометрию этой камеры, установили: ее форма совпадает с классической формой экспоненциального рупора. Не приближенно, точно. Медведка не вычисляла углы, она просто роет так, как роет. Результат оптимален. Эффект реальный и измеримый. Без камеры звук крыльев медведки достаточно тихий. Внутри камеры усиливается на 10-15 дБ. На выходе громкость достигает 85-90 дБ. Это громче мотоцикла рядом, на уровне отбойного молотка. Слышно на расстоянии 600 метров. 600. Насекомое длиной 5 сантиметров и 600 метров. Самец забирается в камеру и поет. Самка летит на звук. Это и есть та навигация, о которой мы говорили раньше. Точная, рабочая, проверенная миллионами поколений. Знали ли вы об этом до этого ролика? Напишите в комментариях, искренне интересно. А теперь, что происходит, когда самка долетела? Потому что история с гнездом и яйцами – отдельная глава. Размножение медведки – история, которая меняет отношение к ней. Спаривание происходит под землей или на поверхности весной и в начале лета. После этого самка начинает строить гнездо. Не тот тоннель, в котором живет, отдельное, специальное. Гнездовая камера небольшая, округлая, на глубине около 10 сантиметров. Стенки уплотнены и заглажены. Это не случайная нора. Это сооружение с задачей – держать постоянную температуру и влажность. В камеру самка откладывает от 100 до 300 яиц, иногда больше. Маленькие, овальные, желтоватые. И вот тут происходит то, чего не ждешь от насекомого. Самка остается. Она охраняет кладку неделями, убирает яйца от плесени, переворачивает их, прокапывает вентиляционные каналы, чтобы поддерживать нужную влажность. Если кто-то подбирается к камере, она встает между ним и яйцами. Насекомое с материнским инстинктом. Для большинства насекомых это нетипично. Отложить яйца и уйти – стандарт. Медведка ведет себя иначе. Это называется родительская забота. И среди насекомых она встречается редко. Через 2-4 недели из яиц вылупляются нимфы. Маленькие, бледные, почти прозрачные. Но уже узнаваемые. Та же форма, те же лапы-лопаты. Миниатюрные медведки без крыльев. Первое время держатся вместе, рядом с матерью. Потом расходятся. Развитие занимает год, иногда 2. За это время нимфа проходит 8-10 линек. С каждой линькой становится больше, темнее, плотнее. Крылья формируются постепенно. Сначала зачатки, потом полноценные. После последней линьки – взрослая особь. Взрослая медведка живет еще 1-2 сезона. Успевает перезимовать. Успевает дать потомство. Потом все. Но ее нимфы продолжат, и через год-два снова будут слышны те самые песни из-под земли. За всем этим 250 миллионов лет отбора. Каждая черта – ответ на давление среды.
Но у медведки есть и история с человеком, и она тоже неожиданная. История медведки и человека начинается не с огорода. Она начинается с кухни. В Таиланде, Камбодже, Вьетнаме, Китае медведку едят. Жарят в масле с солью и специями. Продают на рынках и у дороги. На вкус что-то среднее между креветкой и грецким орехом. Хрустящее снаружи. Белок, жиры, минералы. Питательнее, чем большинство того, что мы привыкли считать едой. В Китае медведка имеет имя. Не вредитель, имя. Ту-гоу – земляная собака. Или лоу-гу – оба названия древние, оба в ходу. Ее знали задолго до того, как появились огороды в современном смысле. В традиционной китайской медицине медведку использовали как мочегонное средство. При болезнях почек, при отеках. Записи об этом в трактатах возрастом более 1000 лет. Насекомые длиной 5 сантиметров в фармакопее рядом с женьшенем. В Японии сверчков и медведок держали в клетках, специально, как певчих птиц. Традиция слушать ночное стрекотание, кикимими, слушание насекомых, существовала при императорском дворе. Знатные японцы платили немалые деньги за особь с красивым голосом. Меня, честно говоря, этот факт остановил больше всего. Европеец услышит медведку в огороде и схватится за лопату. Японец того же времени посадит ее в изящную клетку и будет слушать вечерами. В России и Восточной Европе другая история. Медведка здесь только вредитель, и всегда была им. Народные средства борьбы – от заливания нор водой до закапывания рыбьих голов рядом с грядками. Ни одно не работало надежно. Потому что медведка умнее большинства народных средств. Рыболовы открыли ее иначе. Медведка – отличная наживка. Крупная, живучая, активно движется на крючке. Особенно на нее берут сом и крупный карп. В некоторых регионах ее специально разводят для рыбалки. Но у медведки есть роль, о которой ни огородники, ни рыболовы обычно не думают. Роль в экосистеме, в живой природе. И вот тут поворот, который меняет всю картину. Начнем с неожиданного. Медведка – почвенный инженер. Ее тоннели не просто ходы, они разрыхляют почву, насыщают ее воздухом, меняют структуру верхних слоев. Туда, куда корни не могут пробиться сами, попадает кислород. В природных экосистемах медведка делает часть той работы, которую мы в огороде выполняем лопатой и вилами. На огороде она вредитель. В степи, в лугу, на берегу реки. Она часть системы. Разные роли, один и тот же вид. Ее едят, многие и охотно. Скворцы раскапывают тоннели клювом. Грачи идут за ней на вспаханное поле. Цапли стоят у края воды и ждут. После дождя медведка выходит на поверхность, и цапля точно знает, когда это произойдет. Ежи, кроты, землеройки, жабы – все это естественные враги медведки. Она кормит их всех. И вот тут самая странная история в этом видео. Есть паразитические мухи, которые охотятся на медведку по звуку. Самка мухи не ищет медведку глазами, она летит на ее пение. У мухи специализированные слуховые органы, настроенные именно на частоту стрекота медведки. Она находит поющего самца, садится рядом и откладывает личинок прямо на него. Личинки проникают внутрь, медведка гибнет. Думайте об этом так. Медведка строит акустическую студию, чтобы петь громче и привлечь самку. И та же самая акустика привлекает убийцу. Это эволюционная гонка вооружений. Петь громче – больше шансов на спаривание. Но и больше шансов быть найденным паразитом. Некоторые популяции медведок в ответ на это замолчали. Самцы почти перестали петь, самки больше не летят к ним. Популяция держится на прямом контакте под землей. Эта история была открыта исследователями в конце XX века. До этого никто не знал, что популяции насекомых способны так быстро менять поведение в ответ на давление среды. Медведка показала, эволюция — это не только миллионы лет. Иногда хватает нескольких поколений.
Эволюция в реальном времени, на наших глазах. Но у медведки сегодня проблемы серьезнее паразитов. И об этом важно сказать. В Великобритании медведка почти исчезла. Еще в начале 20 века она была обычным существом в английских лугах и речных поймах. Потом началось осушение болот, мелиорация, интенсивное сельское хозяйство. Почвы уплотнились. Влажные луга превратились в поля. Медведке стало негде жить. Последнее достоверно подтвержденное появление медведки в Британии – 2014 год. 1 экземпляр. В новом лесу. Больше ни одного. Существо, которое британцы считали огородным вредителем, оказалось под угрозой полного исчезновения. Теперь она в красном списке, под охраной. Это не британская история, это европейская. В Германии, Нидерландах, Франции популяции медведки резко сократились за последние полвека. Причины везде одни – дренаж почв, пестициды, уничтожение естественных биотопов. Насекомое, которое пережило 5 массовых вымираний, не справляется с современным сельским хозяйством. Пестициды – отдельная история. Инсектициды, которые рассыпают по огородам против медведки, убивают не только ее. Они проникают в почву и уничтожают все, что там живет – червей, личинок полезных насекомых, почвенные микроорганизмы. Почва после этого становится стерильной. Урожай растет, но земля медленно умирает. Медведка – индикатор. Там, где она есть, почва живая, влажная, богатая органикой. Там, где она исчезла, стоит задать вопрос, что происходит с землей. Земледельцы прошлых веков знали это интуитивно. Видели медведку – значит, земля хорошая. Не видели – значит, что-то не так. В России медведка пока обычна, особенно на юге, в Поволжье, на Кавказе, в Краснодарском крае. Но и здесь тренд не радует. Интенсивное земледелие, химическая обработка полей, осушение угодий делают свое дело. Изменился ли ваш взгляд на медведку после этого? Напишите в комментариях, это правда интересно. А теперь возвращаемся туда, откуда начали, к той первой сцене. Когда ее видят первый раз, замирают. Мы начали с этого, теперь вы знаете почему. Замирают не потому, что опасно. Медведка не кусается, не жалит, не ядовита. Замирают потому, что она выглядит так, будто природа не сделала выбор. Взяла все сразу – и лопаты крота, и панцирь жука, и крылья ночного летуна, и акустику инженера. Соединила в 5 сантиметрах. Получилось именно это. 5 сантиметров, меньше 5 граммов. И внутри этого 4 специализации, каждая из которых у большинства животных одна на всю жизнь. Она роет и делает это с точностью инструмента, созданного под одну задачу. 20 сантиметров в минуту, в темноте, по запаху корней. Она плавает и пересекает реки, которые большинство насекомых не рискнут даже приблизить. Восковой слой на теле, вода скатывается, она плывет. Она летит ночью несколько километров, ориентируясь на звук и свет. Раскрывает крылья в 2 раза шире своего тела и поднимается в темноту. И она поет. Из акустической камеры, которую спроектировала и вырыла сама за 250 миллионов лет до того, как человек придумал громкоговоритель. С точностью, которую инженеры смогли измерить только с помощью современного оборудования. Это не вредитель. Это результат. 250 миллиарда лет непрерывной работы над одним решением – как выжить там, где все сложно. Под землей, над землей, в воде, в воздухе, везде. Помню, как первый раз читал про акустическую камеру. Перечитывал. Перепроверял по нескольким источникам. Не мог поверить, что такое существо живет под нашими огородами, буквально под ногами, а мы о нем не знаем почти ничего. Страх при виде медведки понятен. Это инстинкт, незнакомое пугает. Но незнакомое, которое становится знакомым, перестает пугать. Оно начинает восхищать. Именно для этого такие видео. Не чтобы полюбить медведку, а чтобы увидеть ее. И последнее.
то, ради чего стоило оставаться. Этой ночью, пока вы спите, она выйдет на поверхность. Где-то под огородом, под лугом, под парком. Раскроет крылья, полетит. Или поет прямо сейчас, в своей камере, из-под земли на 600 метров вокруг. Строитель, пловец, летчик, музыкант. Существо, которое пережило динозавров, 5 массовых вымираний и появление человека, которое изобрело акустический рупор раньше нас, которое охраняет своих детей в темноте под землей, которое летит к свету в ночи. Просто медведка под вашими ногами.